Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о своей доработке координатного столика КТ-70. Так, перед вами самый, пожалуй, дешевый, доступный координатный столик Proxon КТ-70. Есть также туча аналогов китайского производства. И я полагаю, что у тех координатных столиков будет абсолютно такая же проблема, как и у этого. Заключается она в том, что он банально изогнут. То есть на нем невозможно сделать что-либо ровно. То есть его выгибает. Давайте попробуем это устранить. Ко мне этот столик попал вместе с маленьким фрезером MF70. Достаточно популярная модель также. Но сейчас нужно открутить его, собственно, от станины фрезера. Гайка, которая держит основной винт. Ее тоже нужно будет открутить. Уже винт стоит на шарикоподшипнике, на опорном подшипнике для более полного хода столика. Итак, столик разобран. Это, собственно, сам стол, к которому мы что-либо прижимаем, станина. И, как мы видим, гайка у нас не доходит до краев стола, примерно 2-3 сантиметра. Если поставить распоры вот таким образом, то можно выровнять наш стол. И, собственно, после этого он будет абсолютно ровным. У меня получается, что нужно вставить какую-либо пластину шириной 32,5 мм. Если промерить столик сейчас вместе с моим распорным винтом, то мы увидим, что он практически ровный по всей плоскости. Ровный настолько, насколько это позволяет его конструкция алюминиевая. Итак, делаем вставки. Для начала откатываю тиски. Буду делать их все на том же мелком фрезере MF70, собственно, от которого этот столик изначально был. Подрезаю торец алюминиевой пластинки. Толщина пластины будет примерно 6 мм. И, наконец, подрезаю пластину таким образом, чтобы у меня получилась длина 32,5 мм. Итак, первая пластина готова, приклеена на локтайт и стоит на своем месте. Принимаемся за вторую пластину.
Так, я уже разжал в этой части, практически влазит брусочек. Сейчас обезжирим и будем вставлять брусок. Обезжирим, лактайт и брусочек. Лактайт синий. И вот так получилось. Уже второй брусочек на месте. Можно снимать зажим. Он теперь легко вываливается, потому что он уже ничего не держит. Основной упор приходится на брусочек. И так получается, что у нас вся поверхность столика одинаковая, практически ровная. Специально делаем небольшой уклон в центр. Здесь, видите, немножко меньше уклон в центре. Здесь немножко выше. Но столик, в принципе, оставляет желать лучше, потому что алюминий для каких-либо серьезных работ не годится абсолютно. Так, по дереву или по алюминию можно что-то зажать. Но, тем не менее, достаточно неплохая конструкция, достаточно точная. Теперь собираем столик в обратной последовательности. Ходовой винт основной. Нижняя часть столика. Посмотрим, насколько хорошо будет работать обработка. Так. Пластины. И все это необходимо для сборки. Я убираю старое масло, которое у меня было, которые у меня были с маслом направляющие. Так, шагайка. И напряженная пластина. Пластина уже притерлась. Видно, в каких частях она работает. Я на этом столике пробовал использовать разную смазку. Но сейчас остановился на густой типа солидового. Мне кажется, она подходит лучше всего. Итак, немного смазки на направляющую. Немного на пластину. Немного под пластину, чтобы, собственно, ее приклеить на смазку, чтобы она сейчас не падала. Направляющую самого столика. Также немножко помажем. Незначительно обе рабочие части. Он у нас прикасается нижней частью и, собственно, ласты хвостом. Незначительно помазываем. В данном случае все лишнее вылезет.
по бокам. Так. Проверяем столик. Естественно, он у нас не пролазит. Поэтому надо будет что-то сейчас придумать. Снимем пластину. Вот гайка расположена выше нашей направляющей. Все еще не пролазит. Буквально немножечко не хватает. Я немножко подутопил гайку, я потом достану. Сейчас заправляем сам столик. Он собирается только в такой последовательности. Дальше заправляем пластину. Заправить пластину надо поднять сам столик, выкрутить все винты, ослабить до такой степени, чтобы они не соприкасались столик с пластинами вообще. И заправим пластину. Уже выпадает. Так, теперь у нас, собственно, нужно объезжаем винты. Итак, мы заправили столик. Сейчас все хорошо, никто ничего не закосывает, но все длинно у нас ходит, упирается в нашу пластину. Подсмазываем немножко ходовой винт и заправляем ходовой винт. Я смазываю тем же солидоном. Может быть, есть что-то лучше. Но достаточно неплохо работает, достаточно долго его хватает. Главное, когда заправляешь винт, ничего не забыть. Я забыл, например, сразу сходу поставить пластиковую направляющую. Металлическая она стояла, а пластиковая нет. Почему? А кто его знает? Как я уже говорил, у меня в винте стоят упорные подшипники. Для этого пришлось выпилить пластик с пластиковой направляющей, то есть они упираются непосредственно в металлическую пластинку. Нужна ли здесь какая-то более большая упорная пластина? Я не думаю. Для жесткости в этой столько все равно абсолютно никакой нет. Там родных упорных пластин более чем достаточно, которые сделаны из достаточно тонкого металла. Это, пожалуй, единственная металлическая часть на этом столе, кроме винтов. Заправляем винт. И наш винт поехал. Таким же способом можно перегонять этот столик. Все, мы уже больше, чем наполовину, примерно половину загнали. Сейчас развернем, зажмем с этой стороны и будем поджимать вторую сторону. Смотреть, что у нас получилось в итоге. Так, пластина с обратной стороны.
Смотрим. Если он проходит четко под нашими упорами дополнительными. Все отлично примостилось. Я ничего не затирает, упоры видно. Вент их также не задевает. Вот здесь хорошо видно, что винт прошел четко под упором. Поставим вторую пластину. И наш столик частично готов. Пластина, опорный подшипник. Гайка. Наживем пластину. Прикручивать будем потом. Зажимать полностью. Что вот я зажму винт. Я этот столик практически сейчас не использую. На фрезере стоит стол от более большой модели, который полностью чугунный. Но, тем не менее, хочется, чтобы и этот столик также можно было, в случае чего, использовать его для этого. Вот он так, пожалуй, надо зажать винты. Я зажимаю подшипники до того момента, пока я не почувствую, что уже шарики достаточно хорошо сжаты и есть характерное движение шариков внутри обои. Так, вот сейчас подшат столик, но есть люфт. Сейчас нужно выбрать прижимную пластину. Как выбирается люфт на этом столике, это достаточно просто. Вот этими тремя винтами. Я их прижимаю до касания. И смотрю на получившийся результат. Также важно, чтобы когда мы прижимаем винты, с гайкой не было затянуто. Сильно затягиваем маленький. Здесь не требуется. Я их прижал буквально дальше 10 градусов. И все. Теперь столик должен ходить достаточно туго, но в то же время с правильным усилием. Он будет зажат на станине. Крутить его будет достаточно хорошо, но при этом у него абсолютно нет никакого свободного хода. И как в одной плоскости, так и во второй плоскости. И при этом все ручки крутятся достаточно легко. Эти столики часто приделывают на мелкий ЧПУ. Может быть, когда-то займусь и ЧПУшиванием данного столика, но не сейчас точно. Все еще чувствую подшипники. Сейчас немного ослабим. Вот стало легче. Уже появилось 5 суток. Свободного хода. Свободный ход должен быть здесь, потому что гайка не прижимается, не поджимается на регулированной гайкой. Также у нас нет люфта. И поджимаем вот эти гаечки. Все очень просто. Поддерживаем винт. И буквально слегка
Зажимаем. Этого столика этого достаточно. И для резьбы внутри также. Потому что если зажать слишком сильно, она просто тянет резьбу и все. Собственно, все. Такая доработка у нас получилась. Итак, давайте взглянем на результат. Что у нас вышло в итоге. Как видно, есть небольшая яма в центре. Собственно, чего я хотел. Чтобы когда мы прижимаем какую-либо деталь, в центре у нас столик ее подопрет из-за, опять же, своей жидкости. Ходит хорошо. Весь в масле. Но значительно лучше, чем было до этого. На этом все. Всем спасибо за внимание. Может быть, кому-то будет полезно.